Всем привет, с вами Куратив, и в этом видео вы узнаете, как работать в Arnold Render для Cinema 4D, как правильно настроить рендер и работать с материалами, а точнее взаимодействие с Substance Painter. Начнем! Давайте для начала выгрузим текстуры из Substance Painter. Если хочешь подробно узнать, как создавать текстуры в Substance, то посмотри мой урок для начинающих. Делаем экспорт, нажимаем на экспорт, выберем место сохранения текстур. Я уберу галочку из развертки бинокля. Сделаем этот материал стекла в Arnold. Посмотрим, какие текстуры будут выгружаться. Поставлю 16 бит. Изначально я делал все в Metal Roughness. Буду выгружать его также. Перейдем во вкладку «Конфигурация». Здесь вы можете добавить дополнительные карты. Нажмем на экспорт. Вот наши текстуры. Открою Cinema 4D и включу Render Arnold. Сразу поставлю разрешение экрана Full HD. Закрою. Вытащу меню Arnold. Добавлю Sky. Здесь будет HDR. Нажму текстура и выберу карту с основы Substance. Это будет панорама. С помощью плагина LightKit Pro добавлю студию. Нажимаю на библиотеку и выберу эту студию. Удалю все, кроме одного освещения и платформы. Также удалю неиспользованные материалы. Если сделать рендер, то выскочит ошибка текстуры освещения софтбокса. Давайте исправим. Давайте их поставим. Теперь добавим модель AVP, которую будем рендерить. Удалю камеру. Увеличу масштаб. С помощью плагина DropFloor моделька подставится на поверх сетки координат. Добавлю камеру. Теперь включу окно IPR. Это окно для быстрого просмотра рендера. Поставлю защиту на камеру, чтобы не переместить случайно. Создадим материал для Арнольда. Открою. Сюда будут добавлять текстуры, которые сделали в Substance. Здесь будет карта Base Color. Это Roughness. Металл. И Normal. Теперь перетащим текстуры и соединим. Сразу поставлю на модель.
Так как Roughness имеет определенный цвет в карте, ставим здесь галку. Металл тоже имеет карту черно-белую, и тоже ставим галку. Чтобы добавить Normal, нужно показать программе, что это карта Normal. Добавим сюда Normal Map. Теперь перекинем текстуру. Здесь мы не ставим галку. Соединим. И у Displacement также нужно показать программе. Сразу соединилось. Перекинем текстуру. Соединим. Видим, что получилась каша. Чтобы исправить, перейдем в Displacement и поменяем здесь на 0,1. На самой модели нужно поставить специальный тег для Арнольда. И здесь ставим 0,1. Также поставить галку, так как карта тоже из одного тона. Закрою. Создадим материал стекла для бинокля. Также новый материал Арнольд. Переименую, чтобы не запутаться. Это у нас основная текстура, назову ее текст. Это у нас стекло. Перед тем как создавать, давайте создадим объект шар. Он будет нам служить как показ материала стекла. Добавлю материал на шар. Перейдем в настройки материала. Поставим здесь Custom. Добавим прозрачность. Поменяю цвет, придам синий оттенок. Поставлю на оружие. Удалю шар. Перейдем к настройке рендера. Идем во вкладку рендер пассов и добавим пассы. И добавим пассы Diffuse Direct, Diffuse Indirect, Specular Direct, Specular Indirect, Transmission Indirect. Закрою. Теперь каждый пасс будем проверять, чтобы не было шума. Для начала сделаем пробный рендер. Перейдем в слой, и здесь можно смотреть все пассы, которые выбрали. Закрою.
Обязательно поставим блюр. Обычно ставят, когда есть анимация, но я рекомендую включать его постоянно. Первое, что будем менять, это камера АА. Расшифровывается антиальязинг. Чтобы его проверить, нужно убрать помещение и сделать невидимым для камер HDR, чтобы оставалась только модель. Рендерим. Перейдем в слой и альфа. Уже на тройке хорошо работает. Давайте проверим на семерке. Сравним. Особо сильной разницы нет. Оставим на 3. Покажу, как камера антиальязинг влияет на блюр. У меня тут шар анимированный. Кадр остановим примерно на 14. Здесь отключен блюр. Давайте его включим. Как видим, блюр работает. Перейдем в слой альфа и видим, что сильно шумит. Закрою и подниму камеру АА до 5. Если сравнить, то заметно, что шума стало намного меньше. Перейдем к АВП. Настроим Pass Diffuse Direct. Его проверяют на каждом освещении. Сцена содержит два источника света, HDR и Softbox. Отключу Softbox. Перейдем в слои. Видим, что темно. Поднимем интенсивность яркости HDR. Как видим, имеется шум. Чтобы шум сделать меньше, в каждом освещении есть вкладка Sample и надо ее поднять. Приблизительно поставлю на 6. Проверим. Очень хорошо получилось. Теперь Specular Direct. Если вдруг появился шум, то стоит еще поднять сэмплы в освещении. Обычно, если все хорошо получилось с Diffuse Direct, то Specular Direct тоже должно быть хорошо. Дальше продолжим работать с Diffuse Direct и перейдем к Softbox. Сразу увеличу интенсивность яркости.
имеется сильный шум. Повысим его сэмплы сразу на 7. Сравним. Очень хорошо убрался шум. Вернем яркости назад. И включим помещение. Сделаем рендер для Diffuse Indirect. Это как глобальное освещение. Остановлю. Перейду в слои. Как видим, очень сильно шумит. Его можно исправить в настройке Render Diffuse. Поставлю 7. Если сравнить, то видим большую разницу. Перейдем в Specular Indirect. Это отражение объекта друг в друге. Имеется шум. Чтобы это исправить, поднимем в настройки Specular примерно до 5. Также чуть меньше сделаю диффузию, чтобы чуть быстрее прошло рендер. Сравним. И видим меньше шума. Осталось только Transmission Indirect. Это у нас отвечает за прозрачность. Уберу объект оружия и оставлю только линзы. Отцеплюсь от камеры и приближусь. Сделаю рендер и перейду в слои прозрачности. Остановлю. Есть шум. Уменьшу его с помощью настройки Transmission. Подниму до 4. Проверим. Шум хорошо ушел. Верну объект и перейду в камеру. Сделаем полный рендер кадра. Сравним его с самым первым.
Также Arnold может рендерить на видеокарте. Вот здесь вот переключатель. Сразу пропадают настройки рендера, остается только камера антиалиасинг. И сэмплы на освещениях. Надеюсь, было все понятно в этом уроке. Ставьте лайки, если не подписан, то подпишись. Пиши ваше мнение или вопросы в комментариях. Всем спасибо, пока, благодарю.